Это видео не призвано навязывать какую-либо точку зрения, не претендует на то, чтобы кого-либо убедить, и уж точно не предназначено для разжигания споров. Оно создано исключительно для развлечения, чтобы поделиться личной точкой зрения и насладиться маленькими моментами, которые часто остаются незамеченными. Как вы, возможно, знаете, некоторые из предыдущих видео пришлось удалить. Поэтому это видео – обновленная версия, в которую со временем добавлены новые моменты. На этот раз я хочу затронуть довольно интересную тему о ревности, о спонтанных реакциях и о динамике, которая, осознанно или бессознательно, слишком очевидна, чтобы ее игнорировать. В этом видео я покажу вам несколько моментов, когда Чингук, намеренно или нет, довольно подозрительным образом спровоцировал реакцию Тэшона. Не для того, чтобы делать какие-либо выводы, а чтобы понаблюдать, улыбнуться и, возможно, вместе поразмышлять. Если вам нравится подобный контент, пожалуйста, продолжайте смотреть. А если нет, ничего страшного, всегда найдется что-то еще. Но если вам нравятся детали, тонкие выражения лица и язык тела, говорящий громче слов, это видео может вас заинтересовать. Поэтому я хотела сделать это видео, назвав и показав все случаи, когда Чингук вызывал у Тэшона ревность как подсознательно, так и осознанно, самым подозрительным образом. Хотя я уже ясно дала понять, что не ищу тех, кто разделяет мои мысли. Это видео было создано исключительно для развлечения и для собственного удовольствия. Так что, если вам это не нравится, это нормально. Найдите что-нибудь, что вам нравится, и не смотрите это, потому что вам, скорее всего, это не понравится, и я не собираюсь прекращать снимать подобные видео только потому, что вам это не нравится. Я знаю, что это предупреждение излишне, потому что оно предполагает, что зрители – такие же поклонники пары The Cook, как и я, хотя всегда найдется кто-то, кого не называет напрямую, но кто всегда обращает внимание. Но в любом случае, я хотела начать с одного из самых смешных моментов из-за выражения лица Тэшона во время интервью в эпоху Бой Вислов. Как всем известно, Тэшон ужасно плохо скрывает свое раздражение или недовольство, когда ему что-то не нравится. И это, очевидно, не исключение. Вначале мы видим, как Чингук разговаривает с ведущим шоу, и Тэшон, заметив это, делает недвусмысленный жест, отворачивая голову и избегая смотреть на Чингука. На протяжении всего интервью Тэшон остается серьезным, и когда он действительно хочет улыбнуться, это получается скорее натянутая улыбка. Даже когда наступает его очередь говорить, и Чингук пристально смотрит на него, Тэшон заканчивает свою фразу очень усталым тоном. Во время одной из поездок Бон-Вояж участники прибывают в домик. Чингук балует щенка, стоя на коленях на диване спиной к остальным, пока Тэшон наблюдает за ним. Затем Чимин игриво похлопывает Чингука, и вдруг Тэшон бросает в них подушку, говоря что-то, что не записано на аудио. В этот момент Чингук наконец-то выпрямляется. За кадром съемок «Черного лебедя» Чингук обнимает Джина и Чимина за плечи и начинает играть с Чимином. Тэшон вдруг начинает вести себя странно, опускает взгляд, затем обнимает Джина и начинает шутить с ним, явно не желая того. Чингук тут же становится серьезным и перестает обнимать Чимина, продолжая смотреть на Тэшона, который продолжает держать руку на плече Джина, и мне это кажется невероятно забавным. В другой момент мы видим, как Чингук прикасается к бедру Хоби, который сидит рядом с ним, и Тэшон рефлексивно поворачивает голову в ту сторону. Это заставляет Чингука отдернуть руку, а затем попытаться привлечь внимание Тэшона, как бы убеждаясь, что между ними все в порядке. Чингук начинает трогать его одежду, подбородок, похлопывать по бедру и даже оставляет там руку, глядя в камеру, как бы говоря, это его. Интересно наблюдать, как Тэшон в конце концов сдается, и они оба смеются друг над другом, что приводит к множеству прикосновений, пристальных взглядов и очень близкому контакту. Один из самых странных моментов в этой паре, когда Чингук и Намджун начинают шутить друг с другом, и Тэшон тут же отводит взгляд с очень серьезным выражением лица. Намджун видит его реакцию и, вероятно, замечает это, но Тэшон остается бесстрастным, даже несмотря на то,
что Намджун продолжает смотреть на него, и это не останавливает его от повторения, вероятно, просто чтобы подразнить его. Бывают моменты, когда Чингук может не понимать, что чувствует Тэшон, когда делает что-то такое простое, как общение с другими участниками, будь то фотография, игра или просто что-то совершенно обычное. Но это не делает Тэшона менее несчастным от того, что он не может сделать то же самое на камеру, не вызвав подозрений, что в итоге приводит к обратному результату. Также интересно наблюдать, как другие участники, кажется, намеренно дразнят Тэшона, когда знают, что он наблюдает за ними, пока они флиртуют с Чингуком или сближаются с ним. Один момент, который мне показался действительно забавным, это когда Чимин выглядел растерянным, когда Тэкук начал шептать ему на ухо. Сначала заговорил Чингук, затем Тэшон заметил это и переключился на другое ухо Чимина. Чингук повторил это, и лицо Тэшона выглядело раздраженным. В следующем кадре Тэшон перестал говорить и скрестил руки, в то время как Чингук и Чимин продолжали шептаться. Мы также много раз видели, что Чингук знает, что делает. Он знает, когда и как это делать, и это главная причина, по которой я сделала это видео. То, как Чингук слегка улыбнулся, когда Тэшон отреагировал, было действительно подозрительно. Этот взгляд, даже когда они просто проходили мимо друг друга, был очень очевидным. Одно из самых знаковых видео о ревности – это когда Чингук поднимает свою футболку, когда Яр и Муай говорят, что собираются сосредоточиться на его прессе. Чингук продолжает это делать, пока не замечает, что Тэшон смотрит на него с другой стороны сцены с серьезным выражением лица, без намека на улыбку, и он единственный, кто не проявляет никакой поддержки. Возможно, именно это спровоцировало реакцию Чингука, которую я до сих пор пытаюсь объяснить. Этот клип определенно нужно включить из-за его странности. За кадром музыкального видео Джин и Намджун рассматривают наряд Тэшона для съемки. В следующую секунду Чингук обнимает Чимина, и почти одновременно Тэшон делает то же самое с Джином. Они обмениваются взглядами, которые заставляют меня хотеть узнать больше об этом странном моменте. Что касается следующего клипа, который я уже обсуждала, я хотела включить его, потому что, на мой взгляд, он очень хорошо подходит к теме этого видео. Чингук игриво подносит микрофон к губам Чимина. В следующую секунду Тэшон поворачивается к ним с недовольным выражением лица. Даже вернувшись на свое место, лицо Тэшона остается бесстрастным. Интересно наблюдать, как вскоре после этого Тэшон вздыхает и смотрит прямо на Чингука, который затем сглатывает и нервно играет с микрофоном. Трудно не сопереживать этим событиям. Наконец, в прямой трансляции реакции на музыкальное видео Dynamite участники группы шутили друг с другом. Чингук начал играть с волосами Намджуна, а Тэшон все это время пристально смотрел на них, пока Чингук гладил синие волосы Намджуна, пока Тэшон, наконец, не решил сделать то же самое с волосами Джина по какой-то причине. В любом случае, было слишком много моментов, когда я задавалась вопросом, делал ли это Чингук специально или просто из-за ревности, что Тэшон не может делать то же самое, что и другие участники, на камеру. Эта тема – одна из самых обсуждаемых в контексте их взаимодействия, и мне интересно, хотели бы вы, чтобы я углубилась в нее подробнее? Я уже затрагивала эту тему раньше, когда многие спрашивали о предполагаемых отношениях Тэшона с девушками-айдолами, но у меня не было возможности углубиться в нее подробнее. У меня есть несколько идей о том, что я хочу сказать. Я спрашиваю, потому что у меня много видео и вторая часть, которую нужно сделать. Так что, если вы тоже хотите такое видео, дайте знать в комментариях, чтобы я мог запланировать его и выложить как можно скорее. Иногда я отдаю приоритет видео о недавних событиях, поэтому такие подборки я обычно откладываю. Так что расскажите, какие еще моменты, вызывающие зависть, у вас были, и что вы думаете об этом видео. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы получать больше контента, и поставьте лайк, чтобы я знал, насколько вам понравилось. На этом все на сегодня. Увидимся в следующем обновлении.